Привет! В этом видеоуроке мы с вами сплетем вот такой симпатичный браслет. Он мне нравится тем, что схема плетения у него совсем не сложная и что он получается довольно широкий и яркий, если использовать интересные цвета. Но в данном уроке я буду плести не такой радужный браслет, а буду плести из желтого и черного цвета. Потому что у моей дочери есть платье желтое в черный горошек, и поэтому я ей как раз и сплету браслет под это платье. Но вы можете использовать разные цвета для этого браслета и, соответственно, сделать похожий вот на этот. Итак, поехали. Расположите станок таким образом, чтобы центральный ряд был немного ближе к вам по сравнению с боковыми двумя рядами. И чтобы столбики смотрели, открытые стороны столбиков смотрели от вас. Теперь возьмите цвет основы. Вот в этом браслете это у меня фиолетовый цвет, но сейчас я буду использовать желтый цвет. И оденьте его на столбике следующим образом. Накидываем на первый центральный столбик и на боковой. И теперь продолжаем накидывать вот таким образом до конца станка. Здесь нам нужно накинуть не на последний столбик, а как бы завернуть кругом вот сюда. Накидываем сюда, и у нас получается здесь по диагонали. Теперь точно так же нам нужно сделать и вот с этим ближним к нам рядом. То есть накидываем резинку на первый столбик и вот сюда. Накинули. И продолжаем накидывать точно так же вот по этому ряду. И здесь точно так же закругляем вот на этот столбик центрального ряда. Отлично. Основу мы с вами накинули. Вот это у нас основа, но в данном браслете основа будет желтого цвета. И теперь мы можем приступить уже к накидыванию вот этих цветочков, которые находятся внутри этого браслета. Для цветочков я буду чередовать черный и желтый цвет. И начну с черного. Смотрите, что делаем. Обращаем внимание вот на этот центральный столбик. На него накидываем резинку и потом накидываем, допустим, вот на этот столбик. Накинули. И теперь нам нужно накинуть на все столбики, которые находятся рядом, чтобы получился как бы цветочек. На центральный и на соседний. Цветочек у нас один готов. В данном случае черного цвета. Теперь я сделаю цветочек желтого цвета. Вы же можете использовать, допустим, цвета радуги. Здесь сделать цветочек красный, оранжевый, желтый, голубой, зеленый и так далее. Но я делаю желтый. Накидываю сюда. Далее сюда и на соседний. Здесь, смотрите, у нас получается как бы пересечение вот этого цветка и вот этого на этом столбике. И второй цветок готов. Теперь переходим к накидыванию следующего цветка. Уже отсюда начинаем, сюда кидаем. Вообще накидывать с какого именно столбика абсолютно все равно, но для удобства последующего снимания резинок со станка лучше накидывать резинки все время с одного и того же столбика. Если мы, например, начали здесь накидывать вот с этого и пошли вот так по часовой стрелке, здесь так, то здесь мы вот тоже с этого накидываем и идем по часовой стрелке.
Далее опять у меня идет желтый. И таким образом до конца станка накиньте столько цветков, сколько у вас получится. Я завершил накидывание последнего цветка, и теперь нам нужно сделать следующее. Возьмите резинку того же цвета, который вы используете для основы, в моем случае желтый, перекрутите эту резинку восьмеркой и накиньте вот на этот столбик, на самый последний. Теперь возьмите еще резинку цвета основы и накиньте на центры всех цветков. Вот здесь у нас центр цветка. Опять же мы должны восьмеркой перекрутить эту резинку и накинуть ее вот сюда, на центр цветка. Для удобства резинки с центра цветка можно опустить чуть ниже, и тогда будет немножко проще накидывать. Опять делаем восьмерку и накидываем уже на этот цветок. Здесь тоже опускаем и накидываем сюда. Отлично. На центры всех цветков мы с вами накинули резинки. Теперь расположите станок таким образом, чтобы открытые части столбиков смотрели на вас. Теперь мы будем снимать резинки со станка. И начнем мы вот с этого первого цветочка. Обратите внимание на вот этот столбик. Нам нужно, у нас здесь сверху накинута резиночка восьмеркой, а после нее идет резинка, которая соединяет вот этот столбик. И эту резинку нам нужно снизу подцепить, вытянуть и накинуть вот на этот столбик, сняв ее, конечно же, с этого столбика. Накинули. Отлично. И теперь с центра нам нужно вернуть все резинки на столбики, которые находятся по окружности. То есть нам нужно сначала вставить крючок внутрь, вот сквозь вот эти двойные резиночки, и найти там, где находится резинка, соединяющая вот этот и вот этот, в данном случае столбик. Она в самом верху там получается. Эту резинку мы с вами захватываем, снимаем с центрального столбика и возвращаем вот этому столбику, то есть с которого она у нас и шла. И таким образом нам нужно снять все резиночки с центра изнутри и накинуть их на окружающие столбики. Дальше смотрим, какая резинка идет по плану. Следующая, вот эта. Значит, мы ее тоже отсюда подцепляем, снимаем с центрального столбика и накидываем вот этот на крайний. Потом идет у нас вот эта резиночка. Здесь натяжение резинок не очень сильное, и поэтому проблем со снятием у вас не должно возникнуть. С первого цветка, с центра, мы все резиночки сняли и накинули их на окружающие. И точно так же нам нужно поступить и с остальными цветками. Но когда мы переходим от одного цветка к другому, нам нужно вот эту резиночку с центрального ряда, с этого цветочка накинуть вот на этот. А теперь уже резинки скидываем с центра на окружающие. Первая идет вот это у нас.
Второй цветок у нас готов. И теперь мы переходим к следующему. Опять же, сначала скинув резинку вот отсюда и надев ее на центральный столбик. Отлично, мы с вами сняли резинки с самого последнего цветка, и на данном этапе у нас получается вот такая ситуация. Все цветки с центральных столбиков перекинуты на окружающие их. И теперь нам нужно снять резинки вот с этих рядов, с крайних. Для этого поворачиваем станок таким образом, чтобы открытые стороны смотрели на вас. И делаем следующее. Подцепляем изнутри вот с этого столбика резинку, которая соединяет вот этот и вот этот столбик, вот эту резинку, но поддеть ее нам нужно изнутри. Снимаем ее с этого столбика и накидываем на этот, с которого она, собственно, и идет. Готово. Теперь с этого столбика нам нужно изнутри поддеть резинку, которая соединяет этот и этот столбик, вот эту резинку. Поддеваем ее изнутри, вытягиваем и накидываем на этот столбик. Далее точно так же поступаем со следующей резинкой. И последняя резинка в этом ряду, мы ее с вами накидываем на самый последний столбик центрального ряда. Вот сюда. Готово. Теперь точно так же нам нужно поступить и вот с этим ближним к нам рядом. То есть снять все резинки с предыдущих столбиков и накинуть их на последующий, как бы возвращая столбику его резинку. Поддеваем здесь изнутри. Вытягиваем резинку и накидываем на этот столбик. Опять же, вот эта резинка у нас соединяет этот и этот столбик, поэтому мы с вами ее изнутри поддеваем, снимаем с этого столбика и накидываем на этот. Поддеваем изнутри, снимаем с этого столбика, накидываем на следующий. Вот следующая резинка. Изнутри поддели. Сняли с этого столбика и накинули на следующий. И так далее до конца ряда. Ну вот, резинки со всех столбиков мы с вами как нужно сняли. И теперь нам нужно приготовить еще одну резинку цвета основы. Ее нам нужно провести сквозь все вот эти столбики, сквозь все резинки вот на последнем столбике, которые расположены, и вывести сверху. Таким образом мы с вами продеваем крючок сквозь все вот эти резиночки изнутри, накидываем резинку и выводим вверху. После того, как вывели, вставляем крючок в эту же резинку, закрепляя как бы эту резинку на крючке. Теперь мы можем всю эту конструкцию снять с нашего станка.
Как обычно, старайтесь снимать аккуратненько, чтобы резинки у вас не порвались. Отлично, браслет мы с вами сняли со станка. Вот такого плана он у нас получился. Но, как видите, браслет очень короткий, и нам нужно его немножко удлинить. Удлинять мы будем его с вами классическим способом, то есть обычными петельками. Для этого на станок накидываем несколько резиночек. Для детской руки хватит 4-5 резиночек дополнительных. Для взрослой можно немного побольше. 8-10. Я накину 5 резинок. Накинули. Обратите внимание, чтобы станок смотрел открытыми сторонами столбиков от вас. И на последний столбик, на который мы с вами накинули дополнительную резинку, мы с вами должны накинуть вот эти две резиночки, которые у нас находятся на крючке. И для удобства эти резинки можно вот так на следующий столбик закинуть. И теперь давайте будем снимать с этих столбиков, вот начиная с этого резинки и продолжая вот сюда. Снимаем с этого столбика, накидываем на следующий. Снимаем с этого, накидываем на следующий. Снимаем с этого, накидываем на следующий. Отлично. На последний столбик нам можно с вами уже закрепить застежку. Сквозь эти две резинки продеваем застежечку. И снимаем со станка. Отлично. И теперь мы с вами на другом конце этого браслета видим перекрещивающуюся резинку. Она двойным как бы кажется. Двойной резинкой. И сквозь эту резинку нам нужно тоже продеть вот эту застежку. Оп, готово. Вот такой браслет мы с вами получили. Вы можете использовать любые цвета в зависимости от того, к какой одежде вы хотите его сплести. Надеюсь, данный урок вам понравился. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и до встречи в следующих уроках. Пока!